Ребята, всем привет! Я сегодня опять в Техническом музее Кубинки и расскажу я вам про тяжелые танки Советского Союза. Недавно в сети засветилось видео с танком Т-10 на трале, и тут же разного рода эксперты начали обсуждать возможность появления этих тяжелых танков в современных боевых действиях. И поэтому сейчас особенно интересно посмотреть, какие тяжелые танки СССР создал после Второй мировой войны. Это тяжелый танк ИС-3М. И начну с самого харизматичного танка, опоздавшего на Великую Отечественную войну. Советский тяжелый танк ИС-3 был разработан в последние годы Великой Отечественной войны и воплотил в себя весь конструкторский опыт и выводы, сделанные из реальных боевых действий и применения тяжелых боевых машин. Первые серийные машины были собраны весной 1945 года и не успели принять участие в боевых действиях на завершающем этапе войны. И вопреки циркулирующим слухам, ИС-3 не воевали на Дальнем Востоке против японской армии. Их публичный дебют состоялся во время совместного парада союзников по антигитлеровской коалиции в поверженном Берлине. И новые танки тогда произвели глубокое впечатление. И буквально через несколько лет похожие подходы стали демонстрировать и конструкторы зарубежных боевых машин. В 1954 году армейское руководство принимает решение о формировании тяжелых танковых дивизий, в каждую из которых должно было войти по 3 полка тяжелых танков общей численностью 195 машин. Единственным случаем боевого применения танка ИС-3М советской армии стали события 1956 года в Венгрии, в ходе которых они применились в городских боях против участников цветной революции. И согласно опубликованной статистике, тогда безвозвратно потеряна была 1 машина, хотя повреждено было еще и несколько. В этом же году первые ИС-3М были переданы армии Египта, и всего было поставлено около 100 машин, которые вступили в бой в июне 1967 года во время 6-дневной войны с Израилем. В ходе боев выяснилось, что бороться с ИСами могут только модернизированные в Израиле американские танки М48А2 Паттон-2 со 105 миллиметровыми орудиями. Остальные танки не могли пробить их лобовую броню. И, к сожалению, наибольшей проблемой стали боевые качества египетских танкистов. Масса техники была попросту брошена на поле боя, и среди прочего Израилю доставалось И-73 танка ИС-3М. А к следующей войне, разразившейся в 1973 году, часть этих ИСов была вкопана в землю в качестве долговременных огневых точек на израильской стороне. Интересно, что также закончили свою судьбу эти советские машины в Советском Союзе. С появлением новых типов танков на вооружении ИСы оказались во внутренних округах Советского Союза в качестве учебных машин, а часть установили в качестве дотов на границе с Китаем в 70-е годы. Тяжелый танк ИС-4. Службу танков ИС-4 в войсках нельзя назвать ни продолжительной и не яркой. Первые танки были направлены служить поближе к заводу в Челябинское танкотехническое училище и в 30-й учебный танковый полк, дислоцировавшийся под Челябинском. Остальные ИС-4 выпуска 1947 года и часть машин выпуска 1948 года были отправлены на базу резерва танков номер 22. И только небольшое количество ИС-4 дошло до тяжелых танкосамоходных полков 5-й гвардейской механизированной армии Белорусского военного округа. Оригинальные технические решения, примененные в конструкции ИС-4, прежде всего его трансмиссия, обусловили ряд особенностей его эксплуатации. Потребовалась специальная подготовка как офицерского состава, так и механиков-водителей. На первых порах за рычаги управления танков ИС-4 приходилось сажать даже офицеров. Правда, с точки зрения физической нагрузки, управлять этим танком было намного легче, чем всеми остальными, благодаря тому, что в приводах управления ИС-4 были применены облегчающие работу водителя сервомеханизмы. Он управлялся легче, например, чем танк ИС-3 и даже чем средние танки Т-44 или Т-54. Из-за большого веса и высокого удельного давления на грунт проходимость ИС-4 была невысокой, а тактическая подвижность просто катастрофической. Большинство тогдашних мостов не выдерживало махину, что необходимо было учитывать при определении маршрута движения. Через каждую речушку или ручеек приходилось наводить переправу, а тогда оборудования для преодоления танками водных преград по дну еще не было. К тому же габариты танка ИС-4 выходили за нормы, установленные для грузов, перевозимых по железным дорогам, что вызывало немалые трудности как при установке танка на железнодорожную платформу, так и при движении состава по двухколейным линиям. С появлением нового вида оружия ядерного при эксплуатации танка ИС-3 возникли совершенно неожиданные проблемы. Так, на одном из учений, имитирующих возможное применение противником ядерного оружия, полк тяжелых танков ИС-4 преодолевал участок местности, предварительно зараженный радиоактивными веществами, и в результате гусеницы танков, изготовленные из марганцевой
стали выдавали такую интенсивность вторичной радиации, что в целях безопасности личного состава их пришлось демонтировать и закопать на месте. И находились в войсках до начала 60-х годов, и затем они были переправлены в Забайкалье и Приморье, где их поставили на долговременное хранение, и предполагалось использовать эти танки для усиления укрепрайонов в случае конфликта с Китаем. А это опытный тяжелый танк ИС-7. Ряд историков танкостроения отмечают, что военные с самого начала относились к ИС-7 с определенной долей подозрения, а со временем скепсис только усиливался. И, возможно, причиной этого стали неудачные тяжелые танки ИС-7, которые имели превосходное бронирование, но слишком большую боевую массу и, как следствие, очень плохую проходимость. Другое интересное объяснение отказа от принятия на вооружение танка ИС-7 касается изменения воззрения на будущую войну. В конце 40-х и начале 50-х годов сформировалась точка зрения, согласно которой в крупных войнах ближайшего будущего понадобится быстрое массовое развертывание большого количества танковых подразделений. И кроме того, ядерные удары в первые часы войны могли запросто вывести из строя до трети всей бронетехники. И очевидно, что тяжелый, малоприспособленный к перевозкам и дорогой танк при всех своих преимуществах не подходит для подобных конфликтов. Последние прототипы ИС-7 весили 68 тонн, что сильно не понравилось военным. Далеко не каждый мост Советского Союза мог выдерживать такую нагрузку, и, как следствие, сильно ухудшалась мобильность подразделений, вооруженных тяжелыми танками. Та же проблема возникла и с перевозкой по железной дороге. Весовые ограничения транспортной инфраструктуры впоследствии скажутся и на развитии всей отечественной бронетехники, и в первую очередь на тяжелых танках. И стоит признать, что зарубежные танкостроители тоже столкнулись с этой проблемой. И, наконец, производство нового тяжелого танка могло серьезно повлиять на темпы строительства танков, запущенных в производство. И ленинградские и челябинские заводы не могли справиться с этой задачей, ничем не жертвуя. И поэтому проект ИС-7 был закрыт. До нашего времени самый тяжелый отечественный танк дожил только в одном экземпляре, который экспонируется в танковом музее в Кубинке. И вот он. Танк Т-10 стал эволюционным пиком советской концепции тяжелых танков, компактного и относительно легкого, предназначенного в первую очередь для взлома мощной обороны, потому что значительная их часть находилась на вооружении советской армии в Германии. При этом задача борьбы с танками отводилась на третий план. Броня обеспечивала достаточную защиту от имевшихся на начало 50-х годов бронебойных снарядов, но бурное развитие в 50-е и 60-е годы прошлого века кумулятивных снарядов и ракет сводило на нет преимущества тяжелых танков перед средними, и для противодействия им требовались принципиально новые подходы. Как и многие другие виды техники, родившиеся в переходный период, Т-10 получил весьма неоднозначную оценку как современников, так и историков бронированной техники. С одной стороны, нельзя не отметить высокую защищенность, мобильность и огневую мощь танка, превосходящую среднюю Т-54 или Т-55. Но появление Т-62 с гладкоствольной 115 мм пушкой, не сильно уступающей в защищенности, сократило этот разрыв. Поскольку Т-10 не поставлялся за пределы Советского Союза, принять участие в боевых действиях ему не удалось, за исключением операции «Дунай». Так именовался ввод войск стран-участниц Варшавского договора в Чехословакию. Десятки отметились на улицах Праги, откуда сохранилось множество фотографий с характерной раскраской танков. Это белых полос, нанесенных на верхнюю часть брони и башню машин. Это были танки из состава группы советских войск в Германии. И согласно современным данным, ни один тяжелый танк Т-10 в ходе операции «Дунай» не пострадал и также не был потерян. Во время эксплуатации Т-10 стало ясно, что требуется принципиально новый танк, единый танк, основной боевой танк, который совместит в себе подвижность, защищенность и вооружение тяжелых и средних, превзойдя их всех. И соответствовать же новым требованиям даже после многих модернизаций Т-10 не смог, и по мере поступления Т-64 и Т-72 он выводился на долговременное хранение в ожидании своей утилизации. Модернизация танка Т-10М была связана с его вооружением. Прогресс танкостроения не стоял на месте. Если в 50-е годы 122 мм советские танковые орудия без проблем пробивали своими бронебойными снарядами любую броню танков НАТО, то в 60-е годы ситуация изменилась. Орудия американского танка М-60 или английского Чифтон, выпускаемые в тот период, поражали Т-10М. Калиберные бронебойные снаряды нашего орудия М-62 не брали лобовую броню этих танков. В процессе производства в конструкцию Т-10М постоянно вносили изменения. Так, с декабря 1962 года стали устанавливать более простую в изготовлении механическую трансмиссию, первоначально разработанную в качестве резервного варианта. И она была на 507 кг легче прежней и имела значительно меньшие габариты, что позволило дополнительно разместить в забронированном объеме 100 литров топлива. Тяжелый танк Объект-266 – это вариант танка Т-10 с гидромеханической трансмиссией. После Второй мировой войны СССР отставал от США в плане гидромеханики
электрomеханических трансмиссий. И поэтому в 1951 году в УВНИИ-100 началась разработка танков Т-10 с новой трансмиссией, а в 1953 году была установлена новая трансмиссия на опытный танк Объект-266. И по итогам тестов трансмиссии был выявлен главный недостаток – это низкое КПД, а после и перегрев. А в 1955 году в Объект-266 была установлена новая версия трансмиссии, и в том же году первые прошли испытания с танком Т-10, и трансмиссия на объекте оказалась намного лучше. Новую трансмиссию не стали устанавливать на Т-10 из-за больших затрат топлива. Расход увеличился на 15%, а также из-за несовместимости двигателя с трансмиссией. Трансмиссию отправили на серьезную модернизацию, и к 1957 году затраты топлива увеличились по сравнению с Т-10 на 3-5%, а работы по танку были завершены из-за более перспективной трансмиссии АТ. По сути, Объект-266 – это Т-10 с гидромеханикой и больше ничем не отличается от него. Опытный тяжелый танк Объект-277. Тяжелый танк Объект-277 был спроектирован в 1957 году в КБ Ленинградского Кировского завода с использованием отдельных конструктивных решений танков С-7 и Т-10. И машина имела классическую компоновку с задним расположением силового отделения и ведущих колес. Корпус был сварен из гнутых броневых листов с переменной толщиной и углами наклона броневых деталей. Лобовая часть корпуса цельнолитая, а днище корытообразной конструкции. Литая обтекаемая форма башни имела удлиненную кормовую часть для размещения механизированной укладки боекомплекта пушки, а амбразура под систему выполнена замкнутой, то есть маска пушки отсутствовала. В 1958 году изготовили два образца Объекта-277, и они прошли испытания, которые, кстати, вскоре прекратили, и все работы были свернуты. А в ходе разработки Объекта-277 проектировался его вариант и с газотурбинным двигателем мощностью 1000 лошадиных сил, и назвали его Объект-278, но он не был построен. А других разработанных в то время машин 277 выгодно отличался использованием отработанных и апробированных агрегатов и систем. А это опытный тяжелый танк Объект-770. Опытный тяжелый танк Объект-770 выполнили на высоком техническом уровне. Литые корпус и башни имели ярко выраженное дифференцированное бронирование и обеспечивали повышенную снарядостойкость. Танк имел хорошие маневренные качества и был легок в управлении. По мнению специалистов полигона, где проходили испытания, все три тяжелых танка Объект-770 представлялись им наиболее перспективными. Вооружение состояло из 130 мм нарезной пушки М65 и спаренного пулемета. Пушка имела двухполосной стабилизатор «Гроза» и механизированную боеукладку с электромеханическим досылателем и обеспечивающим скорострельность до 7 выстрелов в минуту. А в 1960 году в Москве на конференции, посвященной перспективам развития бронетанковой техники, с участием всех заинтересованных сторон, военных, конструкторов, ученых, представителей промышленности, Хрущев вновь подтвердил свое решение как можно быстрее завершить серийное производство тяжелого танка Т-10М, а разработку новых тяжелых танков прекратить. И мотивировалось это невозможностью обеспечить большой отрыв тяжелых танков по огневой мощи и защищенности в заданных пределах массы от средних танков. А это опытный тяжелый танк Объект-279, единственный в мире танк с четырехгусеничной ходовой частью. В 1960-е годы на испытание вышел опытный тяжелый танк Объект-279, и от других машин своего класса он отличался необычной конструкцией и характерным внешним видом. Впоследствии все это помогло танку получить широкую известность. Специфические конструкторские решения использовались для повышения основных характеристик и обеспечения преимуществ перед конкурентами. И, как показали испытания, подобные меры себя в целом оправдали, хотя и привели к появлению специфических недостатков. И специально для Объекта-279 с нуля разработали оригинальный бронекорпус и башню с уникальным для того времени уровнем защиты. Лобовая проекция танка могла выдерживать попадание в 122 мм бронебойного снаряда. По общим характеристикам броневой защиты Объект-279 считался самым лучшим среди отечественных тяжелых танков. И, кроме того, по этим параметрам он и не уступал и более поздним основным боевым танкам, в том числе и с комбинированной защитой. Основным вооружением Объекта-279 была нарезная пушка М65 калибра 130 мм. Боекомплект включал всего 24 выстрела раздельно-гильзового заряжания, что было связано с малыми объемами внутри танка. При этом часть боеприпасов размещалась в механизированной укладке, и также предусматривался электромеханический досылатель. Оригинальная ходовая часть основывалась на двух продольных балках, помещенных под днищем. На них устанавливали 24 опорных катка по 6 на гусеницу с независимой подвеской. Изначально использовалась неуправляемая гидравлическая подвеска, а затем изготовили и испытали пневматические агрегаты. Каждый набор траков
танков нес собственную гусеницу из 81 трака. Любопытно, что ходовая часть объекта 279, несмотря на свою сложность, весила 10 тонн и была на 500 кг легче ходовой части тяжелого танка Т-10. Комплекс вооружения объект 279 был эффективным и мощным, но в то же время и сложным и дорогим, и оставлял желать лучшего боекомплект, увеличение которого требовало серьезной проработки всего боевого отделения, и при вождении на сложных местностях в проблему превращался и вылет орудия. Дуло находилось почти в 3,5 метров от носа корпуса, что грозило утыканием в грунт. Ходовая часть с 4 гусеницами оказалась чрезмерно сложной для производства и эксплуатации. Любое обслуживание агрегатов превращалось в сложнейшую процедуру, требующую специального оснащения. В ходе испытаний отметили недостаточную надежность имеющейся подвески, а также при движении по мягким грунтам наблюдалась чрезмерная потеря мощности движителя. При повороте на бездорожье гусеницы могли зарываться в грунт, увеличивая сопротивление движению. И, наконец, ходовая часть отличалась высокой уязвимостью к взрывным устройствам в сочетании с низкой ремонтопригодностью. В том же 1960 году руководство страны приняло решение отказаться от разработки новых тяжелых танков. Будущее этого класса бронетехники вызывало сомнения. Этот вопрос решили самым простым способом. Промышленности приказали развивать направление средних танков. Через несколько лет это привело к появлению класса ОБТ, основного боевого танка. В проекте с индексом 279 использовался целый ряд смелых и оригинальных решений, направленных на повышение основных тактико-технических характеристик. Часть этих идей впоследствии получила развитие и была использована в новых проектах, а прочие решения так и остались в истории, в том числе по причине морального устаревания и появления более удачных. Наибольший интерес с точки зрения дальнейшего развития и применения представляли решения в сфере средств управления огнем. Оригинальная конструкция усиленного бронирования объекта 279 больше не использовалась, а вместо нее в новых проектах использовалась комбинированная броня, обладающая высоким уровнем защиты при ограниченной массе. Четырехгусеничная ходовая часть также не попала в новые проекты по причине неоправданной сложности. Объект 279 так и остался единственным в своем роде. Он не пошел в серию и не стал основой для новой техники. Однако в такой ситуации этот уникальный образец смог повлиять на дальнейшее развитие новой бронетехники, показав преимущество одних решений и недостаток других. И вот такой у меня получился рассказ о советских бронированных монстрах. И надеюсь, это видео вам понравилось. А если так, то с вас лайк и подписка. А если вы хотите поддержать мою деятельность рублем или увидеть больше материала по мне вне моделизма и техники, то я рекомендую вам оформить подписку на Boosty. Есть ссылочка на это в описании. До новых встреч, пока-пока!